Представители знака зодиака Стрелец, приветствую вас. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 апреля. Узнай будущее. Чего ждать? Давайте узнаем, что ждать в эти 10 дней через подсказки карт. Постепенно завершается ретроградность, как и Меркурия, 7 апреля это происходит, а Венера еще пробудет в ретро-движении до 13 апреля. Но уже к окончанию этой первой декады для нас могут проясняться некоторые вопросы или то, что было раньше на паузе, или что-то задерживалось. Здесь тоже постепенно начинает как минимум набирать темп. И к окончанию, опять же, этого периода мы можем рассчитывать уже на какую-то более четкую информацию или какую-то ясность. И то, что создавало путаницу в прежнее время, постепенно все расставляется по своим местам. И вам будет более очевидно или ясно, в каком направлении двигаться, что делать или каков выбор. Давайте узнаем через подсказки карты. У нас сегодня колода цыганского оракула Ленорман. Никогда не применяла, только для себя лично эту колоду карт. Она очень специфична, потому что конкретно, но мы переложим то, что там прописано, эти значения на реальность нашей жизни. И я думаю, подсказки какие-то получим. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Ну и, конечно, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Мы лишь предполагаем, допускаем развитие альтернативных вариантов событий. И поэтому быть реалистами всегда стоит. Что же для вас этот период может означать, мои дорогие стрельцы? И мы достанем 6 карт. События ближайшего будущего. 10 дней не такой большой период, и все же, чего же ждать? Какие энергии, может быть, будут преобладать в этот период? Или к чему все идет? Каковы события ближайших дней, ближайшего будущего, ближайшего времени? С чем это связано? И дополним картами Таро. Первая карта Таро – неожиданность, неожиданные события. И пусть это будут приятные сюрпризы. Давайте достанем одну карту. А следующая карта будет называться «Что вас будет радовать, что вам будет помогать». Или, мои дорогие стрельцы, в чем вы в эти 10 дней наиболее ресурсны? Что будет лучше получаться? Сфера ваших достижений, работы, бизнеса и денег, личная жизнь и любовь, энергии тоже смотрим. Перемены или какие события происходят вокруг вас, которые меняют вашу жизнь или заставляют измениться вас самих? И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать. Праздник, мои дорогие, радость какая-то. Вот конкретно так называется эта карта. И поэтому вот с первых дней где-то радостные события пытаются войти в вашу жизнь. Может быть, это у кого-то банально получится и документ какой-то подписать, или соглашение какое-то получить, или когда какой-то ваш проект реализуется. Может быть, это и по части личной жизни что-то происходит, но радость присутствует. Или как встреча, может быть, с друзьями, или как информация. Давайте откроем вторую карту. Утешение. Ну, где-то это символизирует, знаете, 20-й старший аркан, страшный суд, когда возрождение, избавление от боли, избавление от страданий, иными словами, именно утешение, когда мы прежде по какому-то поводу переживали очень сильно. Есть еще такое значение, и где-то, если мы переложим на Таро, я знаю, что многие из вас знают Таро, это 5 кубков. Вот это та карта, когда, знаете, нас приглашают выплакать свое горе. Или выплакать буквально где-то, ну, может быть, наедине с самим собой или самой собой. Позволить себе вот эти эмоции. Не тогда, когда мы прилюдно находимся или когда мы не хотим, чтобы кто-то это видел. Но, тем не менее, словно ангел нам возможность какую-то или лавровую буквально ветвь предлагает. И это может быть как примирение или утешение, когда мы принимаем, ну да, правда, в нашей жизни есть, присутствуют, по крайней мере, те события, которых мы не можем изменить. Мы не можем изменить как ход истории, да,
И у кого-то меня смотрят люди из разных стран, у кого-то действительно очень сложная ситуация, и, может быть, не нынешний период, а то, что было уже раньше, может быть, даже годами где-то. И мы можем чувствовать этот период достаточно остро, к примеру, хотя бы потому, что ретроградная Венера, да, это по ретро-Венере вопросы благополучия, дома, любви, и могут на нас, как и сами по себе, вот такие эмоции нахлынуть, но это может быть и связано еще с воспоминаниями, когда есть, допустим, сожаление об утрате. И у кого-то это прежде, может быть, и человека не стало, я такое допускаю, увы. Но, может быть, и то, что вы планировали когда-то, какой-то проект не осуществился, мы тоже можем сожалеть. Но это уже карта утешения. Поэтому, если мы что-то подобное вспоминаем или анализируем, это не есть даже где-то глубокая философия на мелком месте, как я часто говорю, а это лишь вот для того, чтобы выплакать горе или словно поставить какой-то заключительный аккорд в прежней истории и пойти дальше. Какой-то прежний ваш жизненный этап, он практически завершился. И вот эти надежды, вот посмотрите, надежда, так изображен этот аркан, как будто мы скованы и буквально цепью, и прикованы еще, ну, тут предмет просто изображен, так вот мы к чему-то как будто прикованы, и мы бездействуем, мы просто ожидаем. И это как пустые надежды, что, может быть, вернется какой-то человек, а он не придет. Или что ход истории словно пойдет вспять, и что-то в нашей жизни возобновится. Но мы знаем, да и вы тоже знаете, что ну, не суждено чему-то в вашей жизни осуществиться или начаться заново. И вот это понимание, как видите, утешение. То есть, ну да, есть и пустые, может быть, были эти надежды, но теперь мы понимаем, что, ну нет, вот есть то, что может быть прогрессом. Новые есть и в нашей жизни, присутствует то, что сколько ты не думай, ты это в реальности как будто не оживишь буквально, или ты это не можешь воплотить в реальной жизни, как какой-то проект или ваша какая-то задумка. Но некоторая трансформация, я бы даже так сказала, когда мы вообще тут что-то собираемся передумать. Мы как в полушаге от этого. И вот этот праздник, не случайно, наверное, вам, мои дорогие стрельцы, первая карта именно выпадает как радость. Радость, утешение, и вот та, может быть, надежда. Мы понимаем, что такое надежда в реальной жизни, и для нас надежда, для всех, для каждого, очень много значит. Если мы правильно рассчитали собственные силы, или когда мы понимаем, что реально какой-то проект мы можем осуществить. Поэтому только реальные надежды или вера в собственные силы. Ну, а вот потому что не может быть продолжено или осуществлено. Но, видимо, мы прощаемся своего рода с прошлым, и наступает вот такое утешение, вот такой период для вас 10 дней. И знаете, у кого-то, смотрите, комната, вот эта карта и все значения, ведь колода создавалась достаточно давно, поэтому и выглядит она несколько иначе, она не переделывалась. Так вот, комната – это то место, где обычно мы не бываем. Или это не наша комната, это какая-то чужая комната. Это у вас может проигрываться, ну, у кого-то буквально, может быть, поездка в санаторий, или куда-то вы поехали в гости, отправились. Может быть, как гостиница, место вашего пребывания. Вы находитесь в другой обстановке, которая, с одной стороны, она не такая комфортная, как ваш дом, а с другой стороны, она какую-то для вас может выполнять роль перезагрузки. И правда, когда мы куда-то отправляемся в путешествие, мы всегда возвращаемся другими. Или это может проигрываться как, к примеру, вы собираетесь переехать, и вы, в принципе, рассматриваете то жилье, которое может быть подходящим для вашего проживания. Но есть место вашего пребывания, по крайней мере, на эти 10 дней, когда вам кажется, но не совсем здесь все вот так, как мне бы хотелось, может быть так. Или кто-то из вас буквально задумает ремонт. Я предполагаю, может быть, один или двое из вас
но когда мы хотим действительно изменить свою жизнь, потому что мы сказали о перезагрузке, правда, уже какие-то надежды, мы с ними прощаемся, потому что мы не можем совершить, ну, где-то тоже принимаем как данность сложившуюся реальность, но есть еще и та радость, и мы хотим построить нашу жизнь совершенно в новом ключе. И, может быть, вот это побудительный мотив будет, что мне хочется самому или самой нового качества жизни. И это основная движущая сила как вашей активности, ваших дальнейших планов, которые вы можете с первыми числами апреля несколько менять, как и от чего-то отказываться, так и строить планы на будущее. Давайте посмотрим события ближайших дней. Ну, тем не менее, вот да, утешение, наверное, одна карта дополняет другую, и это карта тоска. То есть, ну, понятно, что если есть тоска, поэтому откуда берется утешение? То есть все равно какие-то воспоминания о прошлом, они у вас присутствуют. Но, видимо, приходят первые карты у нас, да, вот в этих триплетах, все-таки очень реальные. Как радость, так и есть какая-то комната. Сколько ты не жди, кто-то не придет. Или сколько ты не пытайся, может быть, какой-то свой проект, начиная заново, да, как реанимировать. А вот почему-то он не идет. Ведь так ведь тоже бывает, правда? Иногда так бывает. Мы вроде бы и многое что делаем по тому или иному вопросу или для того, чтобы что-то осуществить. Но каждый раз мы как натыкаемся на стену. Или у нас не получается как-то в плане прогресса продвинуть тот вопрос, который мы считаем для себя очень важным. И, скорее всего, это как подсказка высших сил может быть воспринято, что ты идешь не в том направлении. Или тебе нужно что-то передумать, переиграть, несколько скоординировать. Или с какой-то другой позиции подойти. Или решать этот вопрос с какими-то другими людьми. Ну вот контекст какой-то или концепция какая-то должна быть видоизменена. И вполне вероятно тогда это получится. Поэтому, правда, перезагрузку в эти 10 дней. Но это, знаете, когда на душе становится легче. Если прежде было как вот сердечная тяжесть какая-то, или было состояние тревоги, может быть и так, или когда вы знаете, ну бывает такое тоже в нашей жизни, какая-то мысль, она не выходит из нашей головы, это та задача, которую мы не можем решить. Так вот, с учетом этих карт вы можете даже отпустить вот эту задачу, потому что, ну, сколько ты не думай, видимо, это действительно какой-то тупик, и вы этот самый тупик можете увидеть очень ясно и понимать, что не стоит в этом направлении тратить свое время, жизненную энергию и силы. И здесь может касаться чего угодно, нам ведь не говорят, о чем это. У кого-то это вопросы работы, а у кого-то это вопросы личной жизни. К примеру, даже если вы занимаетесь или ведете свое личное дело, или творчество развиваете, или у вас бизнес, вы понимаете, что, ну да, вот в том виде, в котором существует теперь мое дело или бизнес, это не может быть продолжено, потому что все равно будут какие-то препоны. Значит, нужно что-то переиграть. Но это мы не делаем на каком-то душевном надрыве, а потому что мы понимаем, ну, елки-палки, вот так сложилась реальность. Но что-то подобное у кого-то может проиграться и в личной жизни. Ну, действительно, тут некоторое даже выздоровление. Но, кроме всего прочего, вот так и называется карта «Врач». Вы можете обращаться, может быть, и к специалистам. Нам не говорят, что вы болеете. Нам говорят о том, что вам кто-то помогает. Может быть, вам помогает вот это психологические состояния где-то преодолеть. Может быть, вы сами себе помогаете. К примеру, вы можете даже онлайн искать какие-то, к примеру, или есть приложения, да, которые касаются психологии и вопросы, разные вопросы состояний. И вы тем или иным методом можете пытаться вот этот релакс как бы искать. Кто-то смотрит Таро. Вот, к примеру, я всегда говорю, подаем карты с позиции позитивной психологии. Да, даже если тупик, но ведь любая карта имеет много значений. Я знаю, что многие из вас даже по части личной жизни смотрят личные расклады. И что такое карты Таро или прогнозы? Это не есть, что это как гадание. Карты Таро – это наши друзья.
Мы просто уже без какой-то, знаете, такой расчетливости, холодной ума позволяем на какой-то период отключить наше сознание. Сознание – это, как известно, великий шаблон, который давит на нас, а именно услышать подсказки собственной души. Вот, пожалуй, через такие прогнозы, это не предсказание, повторюсь, а когда мы лучше сами себя начинаем слышать или понимать, что следует продолжать. Ну, а в чем подводить итоги? Ну, вот что-то такое, поэтому утешение и выздоровление, радость и какая-то перезагрузка. Ну, тут может быть как улучшение и жилищных условий у кого-то конкретно, или вы будете к этому стремиться. И очень символично 4 мечей, вот посмотрите, девочка наша, девушка, свернулась вот так вот калачиком, ей одиноко, она как бы в гнездышке. И есть, правда, какие-то воспоминания. Вот это сердечко, которое к нему словно ведет шнур электрический, да, оно может загореться, но она понимает, что это только воспоминания, это как искусственный свет. Это наши могут быть сожаления, прощание с сожалениями. Но мы еще одновременно, как я уже говорила где-то, приводим мысли в порядок. Приводим сами себя в порядок. Мы никуда не торопимся. Поэтому в неожиданностях, да, эта карта может говорить и дает сразу совет. Тебе сейчас буквально время, стрелец, помогает. Поэтому не пытайся объять необъятное и сам себя не пришпоривай. Позволь каким-то событиям завершиться. Или тебе сейчас очень важно отдохнуть и восстановить душевный баланс. Вот это не неожиданность, хотя у кого-то может до последней точки кипения дойти какой-то вопрос. И когда это будет одновременно и как выход из создавшегося положения. Потому что мы могли долго, упорно, так, знаете, настойчиво что-то продолжать, но наступает тот момент, как точка невозврата. Мы понимаем, бесполезно этим заниматься. Но вот что-то и такое может у вас проиграться. В чем вы наиболее ресурсные? А вот когда у других хоть камни с неба, а у вас все хорошо. Карта башня. Карта башня, вы ресурсны в том, чтобы как раз и утешение, и какую-то перезагрузку пройти. И выйти из какого-то предыдущего периода более зрелой, здоровой такой личностью, будем говорить, когда вы... Что я имею в виду под словом «здоровые»? Когда вы реально оцениваете, что происходит вокруг вас. Ну, может быть, был какой-то период, и планетарно транзиты могли нам добавлять разных эмоций. Такой период переосмысления у нас мог быть связан с последними месяцами. А здесь мы понимаем, что да, существует та реальность, которая существует. И прообраз башни раньше это была тюрьма. Это был период ограничений или как какие-то кандалы и оковы. И ну, мы к этому привыкли, мы адаптировались. А вот теперь нам нужно адаптироваться к новой реальности. И это то, что вам помогает, это то, в чем вы ресурсны. Поэтому вас уже будущее, как будто, мои дорогие стрельцы, ждет. Буквально. И даже если это будущее как-то, знаете, странно входит или пытается войти в вашу жизнь, или это сопровождается, как мы говорим, ломкой шаблона или каких-то ваших стереотипов, ну, значит, так тому и быть, потому что мы с вами живем в эпоху перемен, и правда в наше время происходит, согласитесь, то, что еще, может быть, несколько лет тому назад мы бы сказали, да нет, такого не может быть. А теперь мы понимаем, что да, может быть абсолютно все. Поэтому определенно реалистами быть стоит. И вот такой сложный аркан, башня. Тем не менее, у вас позиции, в чем вы наиболее ресурсны. Поэтому, ну, где-то сохраняйте себя. И есть колода, кто смотрит мои расклады давно, колода ангелов, поддержки ангелов. И там буквально ангел берет человека за руку и выводит из этой башни, которая через некоторое время будет разрушена от удара молнии. Поэтому у вас может проиграться, что вам помогает. Когда, опять же, люди смотрят из разных стран, когда вам не нужно мешкать долго. Может быть, проигрывается, когда вокруг вас обстановка, мои дорогие стрельцы, она небезопасна. И тогда самое время взять ракурс на какую-то новую дистанцию. И вам буквально высшие силы помогают. Мы говорим, иногда нам кажется, так вот, вполне вероятно, в этот период с 1 по 10 апреля то, что вам кажется, оно вовсе не кажется, оно так обстоит на самом деле. Будьте реалистами. Дела, работа, бизнес, ваши достижения. Король чаш. И король чаш, единственная карта в колоде, это тот, который умеет не складывать в одну корзину и камни, и яйца, будем говорить.
Если мы говорим о вопросах материализма, документации или какой-то рациональности, то это надо решать здравомысленно или не добавляя туда эмоций. И с другой стороны, там, где наоборот, это наши близкие, любимые, там, где требуются наши именно эмоции, наша любовь, сострадание, вот там мы эти эмоции раскрываем по максимуму. Эта карта может свидетельствовать о человеке, о добром друге, о партнере по браку или о партнере, может быть, и не зарегистрированы ваши отношения, который может как раз, это человек чувствительный, разделить где-то с вами ваши переживания. С другой стороны, есть возможность, опять же, и решить некоторые вопросы по части материализма. По сути дела, уравновесить и возвышенное, и земное. Потому что очень часто, если мы говорим «король чаш», есть как преамбула «рыцарь чаш», и пусть не в этой колоде, это как искатель Грааля, то есть что-то духовное или духовное начало. Пусть это будет какая-то ваша идея. И вот эту идею вам карта предлагает переложить на реальность. Но если идея, мы будем говорить, это возвышенная, а вот материализм – это как раз воплощение нашей мечты в жизни. И поэтому у кого-то перезагрузка по идеям. Вы действительно какое-то новое направление можете избрать. Где-то очень символично, вот как у нас сейчас находятся лунные узлы. И северный лунный узел у нас в знаке зодиака Рыбы, это возвышенное. А южный – это в знаке Дева, это материализм. И вот вам действительно придется что-то такое для собственного благополучия, для собственных достижений или для собственных заработков. Потому что всегда обратите внимание, практически в любой колоде среди воды показан король чаш. Часто, буквально среди бушующих волн моря или океана. А он всегда сидит на каком-то постаменте. Это вот нам о чем хотят сказать. А это как раз материализм. Для короля чаш очень важен какой-то денежный вопрос, потому что это основа его стабильности. Вот и у вас по достижениям нужно сохранять основу вашей стабильности и также ваши идеи. Просто подумать, как что-то воплотить в жизнь, причем в каком-то, может быть, в новом формате. Шикарная карта на любовь и личную жизнь, подведение итогов, 21-й старший аркан. И действительно какая-то радость, добрые события. У кого-то, может быть, связано с переездом, со встречей, между прочим, с человеком. И вы будете вместе что-то уже оговаривать, строить планы на будущее. Или вашу мечту как притворить в жизнь, в реальность. Такое тоже могу предположить. Может быть, у кого-то действительно будет путешествие, может быть, и недалекое, как какой-то кратковременный отдых, вот эта комната может проиграться, потому что по аркану мир это перемещение проходит. У кого-то это старший аркан, когда вы получаете какой-то очень важный итог. Может быть, тот вопрос, которым вы занимались прежде, и он касался даже личной жизни. У кого-то это могут быть, к примеру, вопросы недвижимости, почему нет? Тоже личная жизнь, да, место нашего проживания или место вашего пребывания. Вот здесь и это может решиться как-то очень благополучно. Более того, я все-таки вижу, что есть тот человек, который вам это перекликается сразу в нескольких позициях, как с оракулом, так и в картах Таро. И есть как минимум один человек, который к вам неравнодушно относится, который готов прийти, может быть, на выручку или поддерживает ваши взгляды, ваши устремления, может быть, вперед. Это тоже немаловажно. Но по 21-му старшему аркану кто-то из вас вполне вероятно ищет и работу на дому. Так, чтобы совместить и личную жизнь, и заработки. Вполне вероятно и такое. Но по аркану мир еще личная жизнь, мы говорим, помириться мы можем. Мир, буквально гармония, покой. Вообще я должна сказать, что вот эти карты, да, как тоска, или пустые надежды, мы говорим, словно мы скованы цепями. В конечном итоге, правда, достигают, может быть, какого-то эпогея, и приходит вот это самое утешение, ведь это тоже можем рассматривать 21-й старший аркан, когда, приняли мы ту реальность, и у нас вроде как сразу гора с плеч. И у каждого, понятно, она в каком-то своем ключе проходит. Но самое главное, наверное, избавление от боли, от страданий. Вот в эти 10 дней для вас, мои дорогие стрельцы, оно как раз и может происходить.
Давайте посмотрим, что же меняет вашу жизнь и меняет вас. Ну, тут, безусловно, и вы сами очень многое можете. И, кстати, энергетика у мага отчасти напоминает короля чаш. Почему? Да потому что совместить вот эти разные стихии, материализм и возвышенное, то, что как бы не поддается анализу, или то, что неосязаемо. И маг ведь он великий практик, и он как раз свою мечту воплощает в жизнь. Все стихии, опять же, в руках, и это что имеется в виду? Что, ну, какие-то осторожные, очень правильные действия, когда мы, кстати, допускаем, что в жизни нет ничего невозможного. И даже иррациональное, то, что нам кажется, оно тоже вполне вероятно возможно. Вам может захотеться кардинально изменить свою жизнь, уйти от разочарований, уйти вот из этой башни, уйти, может быть, из финансовых трудностей. Кто-то может сказать из вас: нет, если вы долгое время, ну, как кому-то помогали. Здесь пересмотр, я бы сказала, по всем сферам жизни. И у вас может получиться что-то грандиозно хорошее именно для вас самих. Начинается с утешения. Поэтому будьте добрее к самим себе, мои дорогие стрельцы. Странный расклад. Вы люди оптимисты, но я понимаю, что одно дело мы транслируем этот оптимизм, и мы умеем его находить, вдохновляться чем-то. Но когда мы остаемся один на один с самим собой, ну, не самые радостные мысли нас ведь тоже посещают. И поэтому вот этот аркан утешения, когда мы в прошлое действительно закрываем дверь и понимаем, наверное, как избавляемся от груза прошлого или от груза вот тех надежд, когда, ну, бесполезно тратить время, может быть, попусту, или бесполезно тратить силы. И тогда вот эти высвободившиеся силы, возможности, ресурсы, мои дорогие, в самых даже патовых ситуациях вы сумеете, как маг-волшебник, направить в нужное русло. Это два старших очень добрых аркана. Вы можете столкнуться, кстати, с таким человеком, который достаточно сильный. Или, может быть, какое-то знакомство у вас, кстати, состоится в эти 10 дней. И неважно, что это будет личная жизнь, или, может быть, по работе, или случайно. Кстати, ретро-Венера нам может вернуть кого-то из прошлого. И это не обязательно, что, как мы говорим, бывшие, хотя и такие могут быть. Но это просто какой-то друг может о себе напомнить, который в прежнее время по какой-то причине выпал из поля нашей видимости. И здесь доброе общение. Мы видим перед собой сильного человека, и мы понимаем, что и мы еще больше можем преодолеть. Так вот, и воздействие такого человека вам буквально помогает или меняет где-то вас. И вас заставляет быть в более таких осмотрительных, наперед энергиях, чтобы не поддаться на чьи-то манипуляции. Карта «Совет». У нас выпадает все равно пара. Поэтому для тех, кто один или одна, а хватит быть в одиночестве. Конечно, решает каждый из вас, но если вы где-то внутренне ощущаете «я готов» или «готова», самое время продумать, каким образом расширить диапазон знакомств или просто свои контакты. И аркан Мир может говорить, ну, где-то и об интернет, ну, это даже по интересам, например, да, мы можем онлайн, к примеру, изучать языки или в какой-то группе находиться по изучению чего-то другого. Мы можем и отправиться офлайн куда-то, да, и найти единомышленников. Но я не имею в виду в первую очередь вот эти интернет-знакомства. Тут не надо с собой рисковать. У вас рядом карта мага. Мои дорогие, маг – это все-таки манипулятор. Я об этом вскользь сказала. И интернет-знакомство, наверное, хорошо, если мы изучаем, к примеру, язык, мы изучаем культуру, мы собираемся куда-то поехать путешествовать, и мы, ну, просто больше можем узнать о той стране или о той местности, куда же мы собираемся направиться, да. Но сказать, что мы расслабились в интернете, нет. Помним, что интернет очень интересное, но и в то же время опасное место. Тут мы сами себя должны сохранять, потому что много скамеров. Это те, которые поначалу про любовь, а потом в конечном итоге много примеров просто. И, кстати, в этом же интернете описанных, которые потом начинают создавать самые разные небылицы, дабы из человека доверчивого выкачать деньги, буквально так. Поэтому сами себя бережем, будьте сами магами и волшебниками. Но ведь тут практически во всех сферах жизни, как и навести порядок, так и совершить какую-то перезагрузку, так и сориентировать себя
на новую концепцию счастья, мои дорогие стрельцы. Ну а для тех, кто в паре, те, кто, может быть, в браке, у вас все хорошо, ну тогда какие-то приятные события, возможно, внутри вашей семьи или внутри вашей пары. Любовь, все же пара выпадает. Два человека, которые могут понять друг друга без слов. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.